Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что собрались в этот вечерний час понедельника, 5 числа мая, для того, чтобы посмотреть на все происходящее под очень интересным углом с помощью моего сегодняшнего собеседника Андрея Золотарева. Андрей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, зрители. Вы знаете, на самом деле, вот прям картинка абсолютно скукожилась. Дня информационного, все в ожидании вот этого 9 мая, что будет, запустят чего, не запустят, будет перемирие, не будет перемирия. Зеленский в Чехии фотографируется с уборщицами чешского парламента, украинками. Такая атмосфера у них там замечательная. И дает такие посылы, что, мол, смотрите, с украинцами мы будем работать в хабах по Европе и другим странам, мол, откроем хаб для украинцев и будем с ними, так сказать, взаимодействовать. Ну, как взаимодействовать? Смотрите, как народный президент с простыми людьми фотографируется, несмотря на то, что в Чехии обсуждал дела военные и не только. Обо всем об этом будем говорить, конечно же. Обсудим ситуацию на фронте, наши такие поползновения в Теткино, которые обернулись эвакуацией двух населенных пунктов, не маленьких, в Сумской области. Поговорим о политике, поговорим, конечно же, о том, как идет война уже к Днепру, подступает Днепропетровской области, меньше 3 километров осталось. В общем, жутко интересный разговор нас сегодня ждет, но традиционно о правилах. QR-код возле меня, возможность ворваться на экран прямо со своим посланием, сообщением, мнением. Также большая просьба пользоваться чатом нашей трансляции. Спасибо вам большое за супер стикеры, супер спасибо и все другие формы поддержки. В сообществе YouTube в конце будет сессия ответов на ваши вопросы. Очень интересные мысли люди излагают и просят прокомментировать Андрея Владимировича, что он думает по этому поводу. Ну и опрос традиционно нашего эфира, с него начнем. Поможет ли ресурсная сделка с США переизбраться Зеленскому? Вот такой простой вопрос. Варианты. Да, продавят эту сделку любой ценой. Нет, Зеленский все равно не переизберется. Сделку сорвут. И еще один вариант. Все равно, лишь бы кончилась война. Андрей Владимирович, давайте с этого вопроса начнем, потому что, кажется, все так побурлили, побурлили, побухтели, а потом раз и причаились перед ратификацией. Ну, Александр, тут, по-моему, уже можно язык стереть относительно того, что это соглашение ни в какие рамки, ни в Конституции, ни законы, ни элементарно в нормы парламентаризма. Когда президент грозит депутатам о том, что если не проголосуете, то обратимся к американцам, чтобы вам аннулировали визу. Ну, родина в обмен на визу. То есть недра родины в обмен на визу. Замечательный change. Знаете, ну, просто хочу, мне вот один из френдов прислал подоевский анекдот. Лев Абрамович, как вы думаете, что изменится после подписания соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США? Абрам Львович, а вы знаете, что такое уран, титан, графит и литий? Ну, приблизительно. Тогда и вам точно скажу, что изменится. Раньше украинские уран, титан, графит и литий, если вам не принадлежали, а теперь они будут принадлежать не вам. Вот. Знаете, ну, по-моему, можно сколько угодно рассказывать байки про экономический паспорт украинца, о том, что украинцы будут получать какую-то долю малую от недр. Ну, ТЦК догонит и вручит экономический паспорт. Вот. Но это все пиар-маневры. Вокруг главного. Действительно, от хорошей жизни такие соглашения не подписываются. И другое, просто тут уже неоднократно возникала тема, поднималась тема о том, что аналогичное соглашение было подписано с Афганистаном в 2017 году. Вот. Тогда на 1 триллион, по-моему. Но где Афганистан, где они, и где кто, скажем, сотрудничал с американцами. Ну, мы все прекрасно знаем. Но я напомню, было еще одно ресурсное соглашение. Там даже немножечко поработали с Ираком. Там 150 миллиардов фонд. Но обернулось тотальной коррупцией. В конце концов, оно там и 10 лет не проработало.
это соглашение закрыли, поскольку обнаружились колоссальные злоупотребления, в том числе и со стороны американских компаний, которые, допустим, закупали нефтепродукты, бензин, дистопливо в Кувейте, условно скажем так, за доллар, а в Ираке, это совсем недалеко, продавали за 2 уже. То есть, ну, это, знаете, попахивает, чем попахивает. И все это благополучно закрылось. Поэтому никакого оптимизма относительно этого соглашения нет, и говорить о том, и в то же время говорить о том, что все пропало и все это нельзя отмотать, ну, увы, я не раз говорил о том, что старого миропорядка уже нет, старого миропорядка, где действовал принцип пакта серванта сунт, договора должны выполняться. Все так или иначе, все может поменяться. И Трамп не вечен, и трамписты, а с учетом того, как все идет у Трампа, ну, Дональд Хаусович, такой напоминающий, очень мне напоминающий Михаила Сергеевича Горбачева с его перестройкой. То есть разрушить, то разрушат, создадут ли. И вот так же и с этим ресурсным соглашением, ресурсной сделкой. Понятно, что депутаты будут не в теме. Секретные части, и судя по всему, там мы уже видим, пошла игра в наперсток. Возможно, уже все подписано. Возможно, естественно, депутаты всего этого не увидят, их поставят перед фактом, не дав ознакомиться, поскольку возникают вполне закономерные вопросы. Но что делать, если, как говорится, уже взяли за горло? Поэтому вот это ресурсное соглашение, оно скорее даст какую-то фору времени, еще какую-то толику времени Кому? Зеленскому, он только играет Зеленскому и команде. Вот. Ну, обратите внимание, как Андрей Борисович начал, тональность его последних, ну, он прекрасно понимает, что чтобы, не дай бог, Трамп не осерчал. Ну, об этом надо думать было чуть-чуть пораньше, когда хейтили Трампа, хейтили трампистов, когда затевались тут известные уголовные дела, которые, ну, все это в сумме легло, сформировало отношение к обитателям Банковой. И там никаких иллюзий нет. Мне кажется, что делать ставку на действующую команду Трамп точно не будет, но одно но. У них нет инструментов, у них нет той клиентелы, которая была у демократов. А значит, ну, реализовать вот эту ну, реализовать комбинацию со сменой власти, им будет намного тяжелее. Вопрос только в том, будут ли они закрывать глаза на то, как мы здесь могут пройти выборы. Поскольку с имеющимися административными ресурсными возможностями, ведь ну, любая избирательная кампания, это как минимум 10 ресурсов компании. И причем ключевое в наших украинских условиях это административный, организационный, информационный, финансовый. Вот по этим ресурсам пока у Зеленского, его команды тотальное преимущество. Но если Европа, скорее всего, закроет глаза на беспредельные выборы, то Соединенные Штаты могут этого и не сделать. То есть, соответственно, э, достаточно будет, если такая позиция будет занята, то нетрудно себе представить. Здесь, ну, как бы помягче все-таки выразиться, поскольку я все-таки, в отличие от многих ваших гостей, нахожусь в Украине, но возникнет ситуация политической турбулентности, хорошо знакомая нам по двум Майданам. Ну, вряд ли мы получим третий, но будет нечто другое. Пока можем только гадать. Нет, но Поскольку здесь же понимаете, какой главный вопрос? По поводу Майданов понятно, это уже не будет тот Майдан в том виде, даже скромном, танцевать уже никто не будет, это точно. да, и подпрыгивать и плясать уже не будет. Очень серьезно расколото общество, скандал на скандале, да, когда там во Львове плюются нам на военного, который без очереди решил пройти, и сам военный собирал документы для инвалидности, показывая, это все стримит, показывает, ну, записывает видео, да, а люди на видео говорят, у нас сын воюет, а ты тут сидишь, не добили тебя москали, это что-то, это вот что-то означает, это температура по больнице, да, тем более, казалось бы, Львов,
Запад, да, но тем не менее. То есть мы видим, что разогрето общество, а что говорить по другим регионам. И тут, если какой-то Майдан или какое-то противостояние, то оно наверняка будет серьезным. Я вот все-таки возвращаюсь, чтобы зафиналить ответ на вопрос, чтобы люди голосовали. Так а Трампа устраивает Зеленский? Ну вот 100%, он же возьмет эту сделку, выдвинет ее на билборды, типа «зробили их разом», и скажет, что это вот, смотрите, ну, чуть ли такой не как у Порошенко без виз, да, чуть ли вот у меня, вот смотрите, какая замечательная манна небесная сейчас как посыпется на голову всем, и это я сделал, голосуйте там за меня или мою обновленную какую-то партию. Что думаете, американцев это устраивает или нет? Тут посол новый Ну, прибыла, надо, она же будет надо делать э, политику. Ну, она временный поверенный. Это временный поверенный, это, как говорят, вот есть две большие разницы и посол. То есть посмотрим с послом, там уже и птенцы гнезда Сарасова там давали, что Крис, по-моему, Стивенс, который работал в посольстве Соединенных Штатов Украины в 16-17 году, кто-то из таких карьерных дипломатов. Но, судя по всему, давать прогнозы относительно кандидатуры посла. Какое-то время Джули Дэвис поработает. Вот, в качестве временной поверенной, но будем смотреть, кто действительно сядет в кресло посла, карьерный или дипломат, или кто-то из протеже Трампа, ну, тем более, что у Трампа уже есть прецеденты, когда он назначал послов не по принципу профессиональных качеств, а по принципу доверия, личного доверия и личных отношений с кандидатурой. Вот что касается Украины, относительно Зеленского, Ермака, я уже говорил о том, что, ну, мягко говоря, не любят трамписты. Соединенные Штаты — это большая страна, есть демократы, с которыми сложились отношения более-менее. Есть те же, ну, скажем так, старые республиканцы, типа Линдси Грэма, с которыми более-менее, и есть трамписты, которые на дух не переносят. Вот, по-моему, по Зеленскому окончать и по будущей политической конфигурации в Украине, по-моему, решение еще не принято. Вот у меня есть такое ощущение. По той же самой причине нет инструмента влияния. То есть здесь Трамп в каком-то роде и трамписты беспомощны. То есть на кого делать ставку, через кого работать. Ну да, появляется вот одна из ваших гостей, небезызвестный Сема Кислин, такой старый авторитетный бизнесмен, отвешивал комплименты одной из недавних ваших гостей. Вот, ну, может быть, будут протежировать, предполагаю, но это еще, знаете, так, на дальних подходах пока все. Это не перешло в практическую плоскость. Что происходит с парадом? Выходит бывший айдаровец, пингвиновед Дикий, и говорит, что пожилой китаец, намекая на Си Цзиньпина, сделает больше, чем все российское ПВО, и вообще мы такие потужные, что в любом случае надо чего-то совершить и куда-то ударить. Ермак 2 дня назад, ну или день назад, публикует картину, которую ему, ой, прислали, ой, да, я публикую. Этот день мы приближали как могли, с горящим Кремлем и таким злым Зеленским. То есть ажиотаж вокруг этого вот нагнетают, нагнетают, нагнетают. Ну, если все это уже пошло в сферу хайпа, значит ничего не будет. То есть, ну, как правило, такие вещи делаются без предварительного уведомления о том, что мы вмажем. Может быть, там где-то вот так, чтобы понервировать, где-то, может быть, рядом, но на Красную площадь вряд ли полетят. Тем более, это и не надо сейчас американцам. Я думаю, свое мнение без лишнего шума Госдеп высказал насчет подобного, ну и тем более присутствия. Ну ладно, там лидеры Абхазии или Туркмении, ну для нас это абстрактные величины, но все-таки лидер Китая или президент Бразилии, ну, там тоже потенциально среди гостей, но я не думаю, что что-то произойдет. Возможность, ну, тут уже заговорили о возможности, что это может быть провокация специально, но
увы, уже, как говорится, заявочка сделана, и даже если, ну, тем более, когда высказано такое намерение, ну, у кого-то может возникнуть соблазн сыграть под. Поэтому вот я боюсь как раз вот такой провокации. Не буду говорить, какой стороны, но то, что э, это может случиться, да. Но этому, скорее всего, будет не атака украинских беспилотников. По-моему, это единственное средство поражения, которое там могут достать до Красной площади. Вот. И это отнюдь не следствие там, того, что там заявил Медведев, о том, что 10 мая Киева не будет, дескать. Я думаю, сработали другие инструменты. Это меньше всего сейчас нужно Соединенным Штатам. А как мы видим с вот этой ресурсной сделкой, ну, как можно сколько угодно гадать, там, рассказывать о том, что о нашей степени субъектности в этих отношениях, но, по-моему, ресурсная сделка – это прекрасная иллюстрация степени нашей субъектности. Кстати, да, хорошее замечание, что ресурсная сделка – это прям иллюстрация субъектности. Однако, если мы предположим, да, ну, какое-то развитие событий, но Зеленский же отверг, получается, перемирие или еще не отверг? Нет, Единственный он же нам не надо нормальный, на 3 дня, да. нормальный способ, да, чтобы не было ничего и все были спокойны, это вот эти как раз 3 дня перемирия, о которых говорит Путин. Ну, знаете, любое перемирие может нарушаться, да, можно согласиться на перемирие, как говорится, одной рукой, так сказать, а другой, как это часто случалось и после второго Минска, сплошь и рядом. Вот. Но позиция заявлена, и то, что нам не надо на 3 дня, давайте на 30. Давайте на 30. Даже если это будет там с 7, 8 или 10, вот, как бы позицию заявили. Ну и да, действительно, 3 дня на фоне того, что как раз, как и мы прогнозировали, пошла активизация боевых действий, наступательных действий на том же Покровском направлении. Ну, все это, естественно, вот, предложение перемирия на 3 дня, это как бы так, игра в одни ворота. То есть нам надо без шума и пыли, без проблем провести празднование Дня Победы, учитывая то, что День Победы является одним из цементирующих, системообразующих факторов государственной идеологии Российской Федерации, то понятно. Все понятно. А вот дальше мы продолжим воевать, наступать. И да, это, естественно, вот тут это вызывает вопросы. Но и мне кажется, это тот случай, когда предложение о 30 днях, оно зашло и американской стороне, которая время от времени уже выражала там недовольство и позиция Киева, том, что и обеими сторонами, то, что слишком много ненависти, поэтому тяжело договориться, не уложились вот из-за этого в 100 дней. Но там, да, говорил о том, что нам нужно не там временное, нам нужно постоянное, но мне кажется, вот предложение с 30 днями американцам зашло. Ну так они тоже ничего не могут сделать. Сейчас все решает Россия. Да, да, да. Ну и я и говорил о том, что пока каких-то для Кремля весомых поводов, аргументов в пользу прекращения огня я пока не вижу. Да, некоторые пишут, что вот не знаете, за кулисами идет, но я пока вижу нарастание как раз вот таких наступательных действий. И так в один момент взять все это и остановить, ну, мне кажется, это немножко так расходится с текущей реальностью. Э, Пока вот и сегодня там на границе Сумской, Курской области, Покровск очень горячо. Многие там заговорили о том, что там едва ли не фронт посыпался. Ну да, штурм идет с нескольких направлений. И там, да, обстановка после относительного, подчеркиваю, затишья, там обстановка резко накалилась. Так Где это? а зачем в Теткино соваться? Праздник испортить? Ну, и тут тоже, да, информационная составляющая, безусловно, имеет место, учитывая то, что, тем более, это там триумфально Кремлем было заявлено о том, что Курская область очищена от ЗСУ, вот, показать, что это немножко не так, и да, это ж, естественно, пойдет
и тем более понеслось, и в том числе и по российскому информационному пространству. Но в то же время, Александр, знаете, ну, любое, лучшая оборона – это контрудар. Вот так вот, судя по всему, вот такие бои местного значения, контрудар имеет место и в Теткино. Учитывая то, что там речь идет даже не о тысячах военнослужащих, а там сотни другой военнослужащих ЗСУ, да, там с приданной тяжелой техникой. Судя по всему, вот, это как раз контрудар нацелен на то, чтобы ослабить наступательные возможности российской армии, тем более, что Курская операция плавно переросла в Сумскую операцию. Если мы посмотрим по карте, и да, там бои идут на территории, скажем, та площадь, если не изменяет память, там Мушковский, по-моему, район, там 700 квадратных километров. Посмотрите, сколько квадратных километров в Сумской области сейчас отселено. Сколько квадратных километров Сумской области уже оккупировано. Ну, вот. А это так, судя по всему, контрудар, чтобы снизить вот этот наступательный прорыв противника. Ну, напомню, то, что и в 1941 году, в июле месяце, когда Блицкриг вермахта только набирал обороты, ну, и в Украине, и там, в Белоруссии Красная Армия пыталась контратаковать, и активно пыталась контратаковать. Ну, было ли это успешным, ну, мы знаем прекрасно из исторических книг и воспоминаний, но это нормальная практика. И даже если противник наступает, лучше, э, лучшее средство – это активная оборона с контратаками, ну, с ударами во фланге, то, что мы видим в Теткино. Поэтому я бы не стал придавать, ну, э, раздувать масштаб вот этой операции частной. Это типичные бои местного значения. Вот будем называть вещи своими именами. Война уже в Днепропетровской области. А что это Э, значит для да, будущих переговоров? так, это означает то, о чем мне неоднократно уже говорили, о том, что и Кремль это прекрасно видит, и на это делает ставку, поскольку если там речь идет о 4 украинских регионах, он надеется на то, что речь будет идти там дальше, спустя некоторое время речь будет идти уже там о 5-6. Вот. А Днепропетровская область, понимаете, то, ну тоже тут до Днепра, если мне не изменяет память, тех мест, где идут боевые действия, по-моему, там более 150 километров. Если вы посмотрите на карту, Никополь-Марганец, это тоже Днепропетровская область. Но извините, вот, допустим, от того же Никополя в свое время доезжал за 40 минут до Днепра. Долетал, точнее. Но, там менее 90 километров. Даже вот там дорога не прямая. Ну, там, вот, с трассы Днепр-Запорожье, там поворот на Никополь, ну, все равно это довольно близко, но все 3 года войны Никополь под обстрелами. И периодически, вот последняя трагедия в Марганце, когда погибли работницы Марганецкого ГОКа, в которой, ну, в служебный автобус прилетел российский FPV-дрон. Ну вот. Война там, это тоже Днепропетровская область. Ну, вспомните, несколько месяцев назад там, ну, во всяком случае, еще Павлоград, как минимум, Павлоград, вот это Павлоград-Терновская агломерация, там, ну, до Днепра еще далеко. Но то, что все это происходит уже вплотную к Днепропетровской области, там, по-моему, Синельниковский район, если не изменяет память. Ну, это да. Это угроза уже материализуется. По крайней мере, ну, мне кажется, что здесь все-таки скорее угроза создается для контролируемой Украиной части Запорожской области, если вы посмотрите карту. Потому что до Днепра, во-первых, мегаполис, да и там есть еще и другие ну, крупные населенные пункты. А вот Запорожье, там, это да, это в зоне риска. Андрей Владимирович, если так отталкиваться от парада, аж как-то странно мы смотрелись в Лондоне на параде.
какие-то все такие расслабленный десяток украинцев с флагом. Там Чарльз Третий там чего-то салютовал, помахал ручкой. Какая-то, ну, как-то не очень потужно. Как-то Да, слабо выглядели. а потужность уже сдулась за рубежом, ну и это наблюдая не только там Лондон, ну, тот же, допустим, Израиль, где, ну, скажем так, ситуация вот с 22 годом, уровень поддержки Украины, который был в 22 году, и сейчас, ну, небо и земля. Увы, Италия, Испания. То есть как-то там все потихонечку, ну, я бы сказал, определенная усталость от Украины и от профессиональных украинцев, которые там время от времени там гасают с флагами, с там, транспарантами. Э, В Германии довольно еще более такое, я бы сказал, раздраженное отношение к этому. То есть, особенно на фоне того, что там в Германии происходит сейчас в экономике, это в социальной сфере. А немцы умеют считать деньги, они удивляются и раздражаются, когда видят вот эти шоу. Но понятно уже той многочисленности акций, ну, многолюдных акций, которые были в 22 году, уже речи не идет. Но, как говорится, законы жанра заставляют. Ну, Нет, так хотя бы вы, 10 вы можете пар. сказать, так День Победы наш праздник или уже не наш? Да он уже давно не наш. То Так а есть, зачем тогда маршируют эти 10 солдат по лондонской брусчатке? ну там же 8-го, это ж День Победы союзников. Ну, нельзя же ставить себе вот как бы у нас четко День Победы аннигилирован, как правило, на государственном уровне. Но это скорее так, в пику России, где он является одним из ключевых праздников. Прекрасно отмечали, помните даже Арсена Авакова с георгиевской ленточкой. Прекрасно отмечали, ничего, ну, без всяких проблем. Но тут, когда возникла такая политическая конъюнктура, вот в пику России, праздник оказался, по сути, под запретом. И да, я и в прошлом году наблюдал, когда там на тех, кто там э, посылал поздравления, как набрасывались боты, не боты, но факт в том, что такую создают ситуацию нетерпимости и обструкции к тем людям, которые отмечают этот день. А вот в Европе, да, ну, чтобы не ставить себя на одну доску с проигравшими во Второй мировой войне, гитлеровской Германией, фашистской Италией, националистической Японией, Да и ну, французами, чего уж тут греха таить. да, ну, да, о которых Кейтель сказал, и эти тоже нас победили. Ну, кстати, на трибуне Фица вроде бы собрался, то он заболел, а теперь вроде бы снова готов лететь. Но не будем забывать о том, что словацкая легкая дивизия тоже маршировала именно по Украине. Участвовал в боевых действиях и активно участвовал в боевых действиях. Да, словацкие части были немногочисленны. Да, их потом после Сталинграда отвели, как говорится, убрали с первой линии, но словаки активно участвовали в 1941-1942 годах на стороне гитлеровской Германии. Что бы там ни было, там, да, мы могут вспомнить словацкое национальное восстание и так далее, но режим Тиса был союзником Гитлера. Когда Зеленский говорит, смотрите, пражское восстание, годовщина, и мы вот здесь подписываем ряд документов. Вообще, конечно, такая чисто практически очень понятная история. Смысл в чем? Понятно, миллионы снарядов опять, вот эта чешская инициатива, которая там Да. худо-бедно работала, и в этом сейчас надо 3 миллиона снарядов. Задача какая? Взять производство, предприятия, перенести их на территорию Украины. Но тут же тоже очень хитрая такая история. Перенося производство на территорию Украины, ты рискуешь, что по ним прилетит ракета. Или ты подразумеваешь, что по ним прилетит ракета, соответственно, эти деньги, выделенные на какое-то производство, они как бы тоже, ну вот, сгорят, но уже Кстати, ну, потратены.
К сожалению, у нас нет менеджеров, организаторов уровня Альберта Шпеера или, другой пример, Дмитрия Устинова или там того же Шахурина, наркома авиационной промышленности. Ведь эвакуация промышленности в Советском Союзе, она тоже, ну, у нас там по учебникам, да, там все как беспримерный подвиг и так далее, все пошло тоже не по плану, и все много импровизировалось, и делалось с чистого листа. Кстати, Харьковский паровозный завод, который потом превратился в нынешний танковый завод, эвакуировали далеко не весь, то есть и в том числе инженерно-технические составы рабочих, и не все оборудование. Потом даже после третьей битвы за Харьков немцы как раз в цехах этого завода эсэсовцы ремонтировали свои танки, и в том числе захваченные советские, которые пребывали на территории завода. Приведу простой пример. Один из заводов по производству синтетического горючего в Германии американская авиация 18 раз стирала в пыль. И 18 раз немцы его восстанавливали. Дело в том, что ну, заводы можно при желании там, и в Карпатских горах спрятать все. Но пока мы видим то, что у нас элементарно, вот как с этими 120-миллиметровыми минометными минами. Там скандал Шимана арестовали. Но мне кажется, дело не только в Шимане, и в представителях военной приемки, его заместителях, которых приняло СБУ. Ну, там, кажется, все дело намного масштабнее, потому что уже после первого скандала с этими бракованными минами ну, продолжали платить и поставлять. В коррупционной системе при неэффективности ну, управления, ну, вот такого рода проекты, ну, они не реализуются. Извините, но то, что, ну, то, что у нас сейчас выносят там на первые полосы, там гаубицы Богдана 36 штук, это то, что надо было делать еще там в 22 году. А так, это уже все свинячий голос. Да и элементарно, кадровая проблема. Ну, можно, знаете, дурень думкою богатеет, там, мечтать о баллистических ракетах собственном производстве, но, извините, у нас КБ Южная там в Днепре после прилета стоят руины инженерного корпуса. Вот. Очень многие люди банально и еще до войны э, уехали за рубеж, ушли из этой жизни. И скажу, по состоянию на 15 год из на Южмаше оставалось 9 тысяч, по-моему, работающих. Когда-то на этом предприятии работало 50 тысяч. Поэтому можете легко себе представить потенциал. Да, у Коростелева вот, завод Артема многострадальный, в который время от времени прилетает, там да, там потенциал сохранился. Есть предприятия, ну, которые можно поставить пример. Но военно-промышленный комплекс – это система, где все от мельчайших деталей, запчастей, все это должно работать как часовой механизм. Когда у нас Нет нужды. Вот да, понимаете, в чем дело? Вот вы так вот говорите, ну, про правильные вещи, но такое ощущение складывается, что нет для этого нужды. Что я имею в виду? Задача привести сюда какое-то предприятие, списать на удар шахеда деньги, оставить их в ну, кармане, понимаете? это уже другое. Это, знаете, Александр, мухи отдельно, котлеты отдельно. Просто понимаете, Вот. как, когда вот мы же понимаем, а кто у нас руководит оборонпромом? Ага. Какие там схемы? А что Министерство обороны? Все заказы выполнили, да, которые там... Дали они заказы вот тому же частному сектору, который там в гаражах дроны клепает, по которым тоже прилетает. Да, да. Смотрите, ну это первая часть, это неэффективность и коррумпированность системы госуправления. Вот. Это вторая составляющая, это то, что у нас любой проект, он заточен на распилы, откаты и так далее. Естественно, как в операции, ну, чтобы ревизия не обнаружила злоупотреблений, ну, сгорело. Вот обратите внимание, в Харьковской области, там после 22 года восстановили школу, вбухали в нее там порядка 200 миллионов гривен. И школа снова благополучно была разрушена шахедами. Кто-то обнаружит там злоупотребление, деньги списаны, шикарно. Вот. То, с чего мы начали, вот украинцы, они превратились еще в один, и ну, подобно тому, как в 90-е годы
металл, уголь были ресурсом обогащения. Сейчас это человеческий капитал превратился в ресурс. Одни, с одной стороны, по тех, кто воюет, даются деньги. Другие, которые уехали там и продолжают еще как-то поддерживать свои семьи, там присылать деньги, это тоже ресурс для государства. Вот, и по большому счету вот, человеческий ресурс тоже стал одним из факторов, который позволяет сегодня власть придержащим вести сладкую жизнь, дольче вита. Я в который раз встречаю вот на трассе Киев-Житомир, там, ну, наряду там с военными машинами, автовозы, которые везут так сразу где-то за $1 000 000 на одном автовозе Мерседесов С-класса. Кто-то же их покупает в разгар войны. Ну, у нас вообще сколько там миллионеров стало больше в этом году. Да. И в том самом, кстати, Днепропетровске тоже был столица ракетчиков и металлургов, а теперь это столица аферистов из колл-центров. Там Да. порядка 50 колл-центров. Ну, вот, и это же тоже чья-то дольче вита. Но где здесь мы? Андрей Владимирович, так а что это за идея с хабами для украинцев по странам Европы и другим странам? И зачем, кто, вот в каких целях? Ладно, там, ну, сфотографировались, ну а зачем это подсовывать и тиражировать на всю Ивановскую фото с уборщицами из чешского парламента, украинками? Это подход уже к выборам. То есть вот это из этой серии. Ну а то, что хабы это такой же пиар-проект, вот помните, пункты незламности, ну, которые благополучно, да, и были такие действительно, как надо были обустроены. Но это скорее была заслуга там местного самоуправления, который там видел, там хорошо уложились, нормально обустроено. А иногда все сводилось банально к палатке с буржуйкой там и генератором, где можно, как говорится, ни холодно, ни жарко. Вот. И, по-моему, вот эти хабы, да, но это такой, как бы сказать, э, заявка на работу с украинцами за рубежом. Пока я себе трудно представляю, ну и кроме власти, по-моему, ни одна оппозиционная сила не вытянет эту задачу. Хотя, ну, учитывая то, что 9 миллионов за рубежом, порядка 7 миллионов в странах Европейского Союза, ну, как они будут голосовать, я уже не раз говорю, что технологически, учитывая там специфику нашего законодательства, проголосуют от силы там, чуть больше 5%. Если отталкиваться от опыта предыдущих избирательных кампаний, ну, видимо, нас ждут какие-то новеллы законодательства. Пока, судя по всему, с цифровым голосованием, онлайн-голосованием не сплясывается, но что-то придумают, что можно было молдавизировать наши выборы. Но подход Зеленского к простым теткам, которые работают, гнут спину, там работают уборщицами в чешском парламенте, ну, это прекрасная иллюстрация положения дел. Еще одна иллюстрация положения дела – это колючая проволока возле Верховной Рады. Может, видели это видео? Что это? Мгм. Фобия. Фобия, майданофобия. То есть, и вспомните, когда на Банковой там активисты, которые, по-моему, там по-моему, за Стерненко тогда митинговали, э, Зеля лох писали на стенах Банковой. Испугались, испугались. Вот. Арестович не даст соврать. Это да. Нет, просто, понимаете, Он тогда был гораздо ближе к обитателям Банковой. Ну, он у вас, нет, просто, по-моему. понимаете, Следующий эфир можете спросить у него. Но майданофобия из стен кабинета власти, она никуда не делась. И учитывая резонансный характер ну, вот этого соглашения, о том, что уже Юрий Луценко там сравнивает с Переяславской зрадой, ну только теперь наоборот, вот теперь без всяких обязательств со стороны нашего партнера мы обязуемся, ведь действительно в Вашингтоне не будут ратифицировать этот документ, а у нас он пройдет через Раду.
Как-то игра в одни ворота. Просто И подозреваю, что да, могут прийти люди, учитывая там процент пассионарности, пассионарных патриотов, там, которые еще не оказались по тем или иным причинам на фронте. И, естественно, Верховную Раду пытаются на всякий случай. Вот. Но это майданофобия. если, ну, это, конечно, выглядит очень дико. Ну, это Мариинский парк, это аллейки вот эти, да, и вот эта колючка висит. Колючка, которая ассоциируется исключительно там с границей. Сейчас она тоже так. Получается, что человек должен преодолеть вот эти колючки, чтобы попасть в другую жизнь. Теперь, чтобы подойти Естественно. близко к Раде, чтобы попасть в другую жизнь, посмотреть на нее, надо Ну преодолеть. ну, и эта иллюстрация, это ж картина маслом, что из себя представляет государство. То есть государство, которое боится собственного народа, ну, по-моему, тут более чем тоже исчерпывающая характеристика. И опять же, напомню, Владимир Александрович мечтал в 2019 году, говорил о государстве, в которое люди захотят вернуться. Но, по-моему, у нас все с точностью наоборот. Государство, из которого люди правдами и неправдами мечтают свалить. Вот, и сколько там не борются с... Граница, кстати, на замке, и оборудовали сейчас, учитывая количество дронов, электронных устройств, количество нарядов, их техническая оснащенность, призванных бороться с нелегально бегущими из страны, но это поражает воображение. То есть в окопах людей не хватает, берут кого ни попадя. Вот, а у нас порядка, там, некоторые говорят под 100 тысяч, ну, не знаю, как говорится, проверить не могу, но граница на замке. Сегодня слили в сеть разговор или как планерку совещания ТЦК М, м. Житомирского. Ну, знаете, как бы теперь понятно. Они там обращаются друг к другу, офицеры, все примерно понимают, как это все происходит теперь. Гайки будут закручивать жестко в мае месяце. Ну, а разве я вам об этом не говорил в марте? То есть, что нас ждет беспредельная мобилизация. Ну, вот у меня моего мастера, который ландшафтом, поливом, автополивом занимается. Ну, банально, вот, 3 года волонтерил, ездил, и фирма работала. Ну, тут просто бац, на блокпосту. Единственное, что снизу шли, полиция отдала ключи от буса жене, а там, которая приехала через час, а он уже в учебке в Житомире. И никаких сантиментов. То есть, все очень быстро и с минимальными формальностями. Но, Поразительно, что в Ромнинском ТЦК сегодня сообщили, что этот военком, который отговаривал да, молодежь, отправили в ну, окоп. его, ну, нет, ну, не, немножко не так. Замкомандира бригады. Ну, замкомандира бригады Александр в окопе не сидит, в принципе. Вот, это далеко не всякий комбат, там на нуле бывает, а тем более замкомандира бригады. Но это явно, как говорится, в наказание за длинный язык. Вот, ну, по-моему, тоже, ну, мы ж свободная до беспредела страна. Да уж, Можно, свободная. можно говорить свобода слова, да, но кому-то санкции прилетают, кому-то YouTube-канал закрывают, а кого-то отправляют замком в бригаду там, на линию фронта, но не в окоп. Будем объективны. Просто там в этих бригадах тоже творятся страшные вещи. Сегодня ГБР, ну, СБУ, да, распространили информацию, что один из комбатов брал со своих подчиненных Ну, процент, мзду. хороший процент от Ну, зарплаты, наколедовал таким образом минимум там 1 000 000 гривен. И, в общем, каждый ему должен был отдавать деньги за то, чтобы не идти на ноль. ну, 1 000 000 гривен.
Миллион гривен это детишкам на молочишко. Ну, вот я не хочу быть, ну, тем более понимаю, что и сопредельная сторона смотрит, быть в качестве полезного идиота, то есть им материала и так хватает. Но поверьте, поскольку кадровых военных, ну, миллионная армия, это, естественно, если человек, как говорится, на гражданке пилил, откатывал, ну, он точно этим же будет заниматься и в армии. Поэтому армия 22 года и армия сейчас это ну, две, как это вот здесь, это две большие разницы. И в том числе и в плане коррупции. То есть коррупция пышным цветом. Я не хочу, опять же, называть расценки за отпуск, за то, чтобы комиссоваться. Ну, и общий котел. Да, те, допустим, 100 тысяч, которые там далеко не все остается, поскольку вынуждены сбрасываться на бусик, на дистопливо, на аккумуляторы. Ну, такой порядок. И, естественно, что-то прилипает и к рукам нечистых на руку командира. Это не повсеместно, но очень... А, Стало Да, это известно, имеет место. а, Увы. стало известно, что в Польше бум какой-то был за 24 год по продаже квартир. 17 тысяч квартир купили украинцы. И не И только в Польше. нет, вот именно в Польше дают статистику. Варшава, Краков и Вроцлав. Украинцы прям каждую 10-ю сделку проводят по недвижимости. Это очень много для страны за год, для Польши. И расплачиваются в основном наличными без каких-то, ну понятно, да, то есть люди как-то перевезли, расплатились, купили А квартиру. Так а что это за исход украинцев в Польшу, Андрей Владимирович? ну, неделю назад мы же говорили о том, что скоро наши новости будут комментировать профессиональные психиатры. Вот. А у людей, понятно, если, как говорится, некоторые больные, одев халаты, ну, играют в докторов, ну, из такого дурдома люди берут. Что не будет, дескать, мобилизации, не вывозите 17-летних. А люди не верят государству. Или и вывозят. В некоторых классах там по 2, по 3 пацана осталось. Остальных от греха подальше вывозят. Неизвестно, сколько будет война, что придет. Не начнут ли завтра мобилизовывать 18-летних. А поэтому предпочитают перестраховаться. И да, все, у кого есть более не менее какая-то жировая прослойка, не только за наличные, активно идет сейчас за крипту. То есть у нас, кстати, и коррупция она активно перешла в крипту. То есть уже вот эти сумки с чемоданами, но это чемоданы с деньгами, это уже вчерашний день. USDT там, как говорится, пароль, флешка и попробуй. Вот. Тут доказательно, допустим, если идет провокация взятки, это все же намного сложнее доказывать с криптой. Вот. Ну и многие вывозят. Естественно, это риск того, что если ты, как говорится, ты не блатной, тебя могут на границе нахлобучить с деньгами. Банально. Ну, поэтому, как говорится, тренд сезона это холодные кошельки. Там, естественно, переводят наличные. Ну, вот то, что как раз активно Германия не так, там благо Бюргербельд в основном самых приютили наиболее социально незащищенных, пенсионеров много людей, ну, в возрасте. А вот как раз активные украинцы, да, вот Польша, еще Чехию забыл, Польша, Чехия, Словакия, Испания, Италия. Вот те страны, где, куда прибиваются наши сограждане. Я думаю, что ну, разные прогнозы, я думаю, вернется в лучшем случае четверть. И тех, кто уехал, наступит мир. Да, вы о школах упомянули, Андрей Владимирович. Ну это ж, извините, это же, конечно... Пошел проверять, ну, у меня рад предложение нашему шпрехенфюреру
Ну, отправиться проверять использование державной мовы в окопы под Покровск. Нет, так вы Вот это было понимаете, бы тут же более, по-моему. не просто там государственный язык, чтобы во всех школах звучал. Речь идет о спортивных площадках, о бомбоубежищах, ну, переменах. Будут отправлять комиссии, прям смотреть, а что вы там, чтобы не звучал русский язык. Но это просто какой-то маразм. Знаете, ну, вы посмотрите биографию Кремня. Ну, доверенное лицо Януковича на выборах. Вот конъюнктурщина– это вот плоть от плоти украинского чиновника. Вот, с таким же вот он, как говорится, э, человек, и, естественно, стремится продемонстрировать свою незаменимость. Ведь там поговаривают, э, были там э, планы по смене уполномоченного языкового омбудсмена. Он должен показать свою незаменимость. Ну, это и в советское время, но это наша такая средней руки номенклатура отличалась этим. Знаете, как, причем в Москве тогда шутили о том, что, как говорится, в Москве стригут ногти, а в Киеве рубят пальцы. Это касалось, кстати, и правоохранительных органов, в Украине и КГБ. Ну, это наша такая особенность местная. Да, еще один вопрос, друзья. Есть у нас определенно технические неполадки. Как пишут в чате трансляции, глушат Золотарева. Глушат Золотарева. Да, представляете? Так бывает, что иногда и не пробьешься. Но тем не Ну, менее. да. Ну, грозятся ж и позакрывать и те каналы, ну, э, люди, которые под санкциями, если они ходят на какие-то другие YouTube-каналы, вот те каналы тоже будут глушить, закрывать, бомбить письмами и так далее. Ну, знаете, я всегда говорю о том, что любое бездумное закручивание гаек у нас заканчивается в конце концов срывом резьбы. По-моему, резьбу уже сорвало. Андрей Владимирович, публикуют в сети, сложно понять, ну, логотипы-то прорисованы. Короче, памятки публикуют на таком, ну, там, А5 формате, небольшие, под 9 Мгм. мая. Значит, Институт национальной памяти Украины рисует, как нужно надевать советские ордена. Короче, не буду долго объяснять, там картинка из 3 пазлов. В общем, их нужно надевать вовнутрь пиджака, чтобы вот здесь была медаль, а вот здесь была только вот эта вот, ну, булавка. И, мол, это потому что Мгм. декоммунизация и советские медали, вроде как вот тогда ты будешь нарушать закон о декоммунизации. Вопрос, конечно, в ветеранах, которых вообще на пальцах можно сосчитать, потому что возраст и жизнь в Украине такая, Мгм. что... Ну, знаете, ну, я застал еще 30-летие Победы, 9 мая 1975 года. Наверное, ну, последний раз, когда видел реальных ветеранов в таком количестве. Потом, ну, есть такая неумолимая статистика, тем более, что те люди, которые реально воевали, люди, которые прошли фронт именно в окопах, там не где-то на второй линии, не в тылу, ну, они ушли из этой жизни довольно рано. То есть, вот. А тем более сейчас реальных ветеранов можно по пальцам пересчитать. Тем более, что последний военный призыв, по-моему, это ж 27-й год, то многие единицы попали на фронт, но этим людям уже под 100 лет. Прекрасно, учитывая среднюю продолжительность жизни, столько не живут. Ну, а то, что занимается ну, откровенным издевательством, э, человек, неважно, он служил государству. То был Советский Союз, теперь независимая Украина. Но имейте элементарное уважение. Или, ну, э, по-моему, в Институте национальной памяти они давно там шли по такому специфическому маршруту. Декоммунизация, э, деколонизация, дерусификация, ну теперь четвертая Д, дебилизация. То есть уже, ну, что называется, дотрахались до мышей.
Вот с Нет, затея это с на самом орденами. деле очень, очень важный, наверное, вопрос по поводу этих советских орденов, которые Человек предлагают. их заслужил. Не-не, очень важный Ну, вопрос в каком плане, что подобная участь может постичь и и нет, так в том-то и вот эти дело, что ордена, если которые бы, раздаются сейчас Зеленским, понимаете? Когда конечно, тоже вот Арестович публикует у себя уже там четверых или скольких там, да, людей, которые которые отказались. публично положили медали, ну, отказались от всех этих заслуг, потому что, ну, душат, как поддержать Мгм. решили Арестовича и душат вообще, санкции вводят против людей и диктатуру строят. Вот с такой мотивацией солдаты, которые заслужили в этой войне свои медали, сдают их. То может пройти еще, простите, сколько там лет, и будет стыдно надеть вот эту медаль украинскому военнослужащему. Пройдем и через это. Ну, и Америка прекрасно помнит, как ветераны Вьетнама швыряли медали ступеням Конгресса. Но если проводится такая, если вы мочитесь на могилы тех, кто погиб в ту войну, ну, не рассчитывайте на то, что отношение к тем, кто, как говорится, воевал сейчас, будет иным. Да, Вот это, ну, все возвращается, как хорошее, так и плохое, бумерангом. да, друзья, значит, перейдем, сейчас подведем итоги, перейдем к вашим вопросам. Очень надеюсь, что связь позволит нам. Ну, поэтому, как бы, да, Андрей Владимирович, лаконично. По вопросам нашей аудитории давайте пройдемся, потому что люди оставляли прям очень интересное замечания и вообще мнение. Итоги. Поможет ли ресурсная сделка с США переизбраться Зеленскому? Вот такие итоги. 16% считают, что сделку эту сорвут. 19% да, и будут продавливать любой ценой. 30% мне все равно, лишь бы война закончилась. И 35% нет. Зеленский не переизберется. Нет шансов переизбраться. Что скажете? Ну, и, знаете, переизбраться можно, но это будут не выборы, это будет имитация выборов. Ну, съемки очередного эпизода сериала. Конкурентные выборы, да, Владимир Александрович не переизберется. Но если избирательное поле зачистить от всего живого, ну, оставить только, как говорится, тех, в ком уверен, ну, почему бы и нет. То есть, но это будет имитация выборов. Да, друзья, переходим к вашим вопросам. Сначала те вопросы, которые вы оставляли в сообществе YouTube, потом перенесемся в чат трансляции непосредственно. Поставьте лайк, если еще этого не сделали. Это очень важно для того, чтобы, ну вот каждый ваш лайк, он немножко нормализует YouTube, ошарашенный по голове тем, что ну, там, половина аудитории теперь смотрит из других стран, да, то есть поменяв в настройках Украину на Уганду или Беларусь или какую-то другую страну, или какую-нибудь там экзотическую. Поэтому лайк нужен как соучастие в вашем, ну, скажем, нашем эфире, ваше соучастие. И, пожалуйста, напишите пару слов в комментариях, откуда вы смотрите реально и номинально. Очень интересно читать, особенно вот эту географию, когда люди пишут Харьков, Уганда. Это, конечно, доставляет особенное удовольствие. Ну, или там, например, не знаю, Одесса, Чили, тоже вот так Мгм. замечательный такой флешмоб получается. Люди потом заходят в комментарии, думают, что такое, как это там, Одесса, Чили, как это, или там Харьков, Уганда. А вот так вот люди пишут, ну это всегда очень забавно смотрится. Поехали к вопросам. Алексей Иванов. Андрей Владимирович, то, что мужчины массово не хотят воевать на фронте за родину и бегают от ТЦК, можно ли считать референдумом об окончании войны? Получается ситуация, что не военно обязанные за войну до границ 91 года, а военно обязанные готовы смириться с неизбежностью. Я заметил, что основной патриотизм идет от женщин, пенсионерок, которые смотрят только телевизор. К сожалению, именно так, что наиболее рьяно топят за войну у тех, у кого задница в безопасности. Относительно. Ну, ты, э,
как мы знаем, прошедшую. Да, Это да, что-то ситуация по плохо, сравнению, да, с 20 годом, плохо да, что-то у нас со соединение, связью, конечно, да. соединение не устойчивое, да. Но у меня нормально. Вот у меня все-таки показывают сигнал устойчивый, это, наверное, все-таки у вас. А, Санкции. Вот. Они, Но они своего рода самые, это да. 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 Да, это своего рода референдум. И, естественно, после того, как начали закручивать гайки, превращать страну в откровенно полицейское государство, на фоне еще и выросшей коррупции, ну, люди, естественно, демонстрируют свое отношение. Люди не хотят жить в сумасшедшем доме. Да, Вот. И это да. добрый вечер, Александр Андрей Владимирович. Вопрос. Вы не в курсе, для кого Трамп грозится восстановить тюрьму Алькатрас? Неужели для депутатов Рады, которые не подпишут сделку о недрах? Спасибо за ответ. Нет, ну точно не для депутатов Рады. У Трампа, прежде всего, нелегальные мигранты номер один, члены наркокартелей, латиноамериканских банд, типа Мара Сальватруча. Ну, тем более он был у президента Сальвадора, этот, Дугер, нет, не, не, э, фамилия вылетела, президент Сальвадора, который построил самую большую тюрьму на 40 тысяч заключенных. И в которой сегодня сидит 1%, по сути 1% населения Сальвадора. Вот он зато решил проблему преступности. Сегодня, если ранее убивали за уикенд в Сальвадоре, в 6-миллионной стране, по 86 человек, там рекорд был, то сегодня уровень убийств ниже, чем в Канаде. Вот. Но, по сути, он создал такой полицейский режим, и действительно, когда людей по подозрению говорить о том, что там серьезное расследование проводится, ну, не это, речь об этом не идет. Но Трампу это нравится. По-моему, тоже исчерпывающий. Его макнули руки в мед американской финансовой помощи. Ну, есть и другие места. Да, В мест, Америке хватает федеральных тюрем, да. Есть, в конце концов, даже Гуантанамо. да, мест хватает. Глеб, добрый вечер, уважаемый вопрос. От многих украинских медиаличностей мы слышим, все с Крыма началось, Крымом и закончится. Если это говорят украинские персоны, значит, что они надеются отвоевать, вернуть полуостров. Как вы думаете, это их мнение на ТВ-медиаплощадках соответствует реальным мыслям? И что вы сами думаете по этому поводу? Спасибо. То, что я думаю по этому поводу, ну, знаете, я изначально называл это аннексией, как бы там ни было, но это, да, стало такой поворотной точкой и в отношениях России и Украины, и в отношении к любой потенциальной, именно после аннексии Крыма, началась пресловутая декоммунизация, пошла практика коммунистической, социалистической партии, когда страну, и сейчас даже вполне такие травоядные типа нашего края, там партии находятся под запретом. Или там партия доверия делам. Все, ярлык пророссийской. Поэтому да, с Крыма все началось. Но вряд ли это закончится на Крым. Ну, и я говорю о том, что сегодня общественное мнение, если провести референдум в Крыму, боюсь, что его результаты очень многих в Киеве разочаруют. А вот относительно того требования, там, границы 91 года, социологи прямо говорят о том, что практически исчезла. Вот в ходе фокус-групповых обсуждений. Да, никто не рвет рубашку за мир, не топят за мир. Самоцензура работает даже на фокус-группах. То есть люди. Но вопрос границ 91 года уже не поднимается. Светлана Решетина. Уважаемый Андрей Владимирович, как вы считаете, румынский первый тур – это маркер? Европа достигла дна и начали всплывать? Или до дна еще лететь и лететь? И второе, третье дно там всем в подарок. Ну и по скриптум, Саша, вы передали после прошлого эфира наше рукопожатие Андрею Владимировичу? Конечно, передал. И
он тоже благодарил аудиторию, которая поддерживает и все-таки ценит, да, наше общение. Так что думаете по поводу румын? Знаете, как в старой Одессе говорили, Бог не фраер, он все видит. Вот. Я высказывал, да, мне Джорджеску не симпатичен абсолютно, да, у него, скажем, такие радикальные националистические взгляды, да, и в отношении Украины он отнюдь не друг. Но победа Симеона, ну, фактор украденной победы. То есть Джорджеску поступили без. Это картельный сговор нынешней политической элиты румынской, либералов и социал-демократов, вот, по устранению политического конкурента. Третий лишний. Но не пустили Джорджеску, пришел, да, Симеон. Да, он не столь радикален, он не требует выхода из НАТО, вот как и Джорджеску, но это 40% это заявка на победу во втором туре. Будут делать все, конечно, чтобы его сбить, но не по причине того, что картельный сговор. Он и в румынской политике работает. Но Так, элемент справедливости вот в его победе присутствует. так, значит, Андрей, вопрос. А если Рада не проголосует за редкозема, может ли это сыграть на руку Зеленскому в очередной попытке затягивания времени, но на этот раз списав все на независимый от него в кавычках парламент? Ну, знаете, если Банковая захочет, чтобы депутаты проголосовали, они проголосуют. Хоть тушкой, хоть чучелом, но результат будет. Если не захочет, то есть, и я думаю, так или иначе в Белом доме знают этот нюанс степени подконтрольности и степени субъектности нынешней состава Верховной Рады. И поэтому, ну, я бы не хотел играть с огнем в этой ситуации. Ну, пойдет ли на это Зеленский? Мне кажется, что нет. Добрый вечер. Вопрос гостю. Как вы думаете, почему Великобритания Зеленскому разрешила пасхальное перемирие, а майскому не разрешает? Благодарю. Тома. Не, ну, учитывая то, что давние и прочные отношения Владимира Александровича с британским истеблишментом, ну, вот такое специфическое отношение. Ну, э, майское, как говорится, санкционировали, но 9-майское, ну, это уже, как говорится, м, не позволям. Так, значит, еще вопрос. Оцените вероятность сценария. Зеленский сделал себе миллиардное состояние на войне, подготовил труп своего двойника, договорился с США о личной безопасности и под этот договор продал американцам Украину. Спланировал удар по Москве на 9 мая, Россия ответила уничтожением киевской власти, общественности показывают труп двойника Зеленского, настоящий Зеленский красиво, богато живет под чужим именем на красивых пляжах Калифорнии. У США договор на ресурсы есть, при этом проблемы Украины – это не проблемы США, украинцам спросить не с кого. Россия и Евросоюз остаются разгребать последствия. Ну, знаете, это тянет на хороший сюжет в духе Тома Клэнси. Ну или, знаете, госпожа секретарь, помните, сериал 2014 года, там тоже, кстати, фигурирует один из вожаков украинских инсургентов по фамилии Зелинский, который скрывается в Карпатских горах и которого ловит американский спецназ. Ну, это такой слишком крутой сюжет, учитывая то, что даже несмотря на то, что сидящие сегодня на Банковой обладают таким сценарным мышлением, ну, тактически они хорошо разыграть эту комбинацию, я думаю, они, ну, это уж чересчур для них круто. Да и случись, предположим, такое, ну, я бы ломаного гроша не дал ну, за то, что здесь будут возможны какие-то инвестиции. Здесь будет руина, но это надо понимать. И отношение к Соединенным Штатам будет не намного лучше, чем сегодня к России. Значит, обрати внимание на чат. Мухомор спрашивает, чем отличается Госдура от Верховной Зрады.
Да, ну, тем, что и то постсоветские образования, имеющие, ну, знаете, как такое же отношение к парламентаризму, как военный оркестр к симфонической музыке. То есть по форме, да, но по сути это парламентом назвать тяжело. Помните, как один из, по-моему, Грызлов говорил о том, что Дума это не место, чтобы думать. Вот Верховная Рада тоже это такого же сорта. Это не является парламентом в классическом понимании этого слова. Местом, где принимаются законы, где контролируется бюджет. Но по форме, да, там масса людей, которые занимаются там, лоббированием тех или иных норм, но это не это только по форме. По сути, это не законодательная власть. И самое главное, Верховная Рада и Госдума не субъектны. То есть они не могут бросить вызов исполнительной власти, сказать, что это Конституция не позволяет. Ну вот и увидите на ратификации вот этих плантейшн соглашений. Мгм. Значит, Константин Стебнев, ну и много таких вопросов на самом деле. Скажите, за что тогда будут воевать украинцы? Ведь теперь земли и ресурсы принадлежат американцам. Откуда такое желание воевать за интересы особей интересной национальности? Ну, много, Ну, и знаете, подобных вопросов тоже очень много, что да, имеет ли смысл война после вот этой сделки? Ну вот, а разве до этого что-то по украинцам? Ну, мы же начали о том, что э, тот одесский анекдот, с которого мы начали. О том, что ресурсы вам не принадлежали, а теперь они будут принадлежать не вам. Вот и все. это да. Что украинцы имели от земли, от ренты по природным ископаемым или что? Завтра каждому украинцу, как в нефтяных монархиях Персидского залива, на счет начнут капать вот, добычи полезных ископаемых. Этого не было и, к сожалению, не будет. Евгений Мальцев, вопрос. Если компартия запрещена, землянка УПА довела до Цугундера, что может скрепить остатки территории, если они вообще будут? Э, Ну, к сожалению, судя по всему, отнюдь не демократия. Осмысленный авторитаризм. Ну, собственно, пример Сингапура. Это, по-моему, у нас любят цитировать Ли Куан Ю, там про посадку друзей, но у него была масса интересных других сентенций относительно того, что в нищей стране демократия априори невозможна. То есть, потому что она приводит шоуменов, актеров на авансцену, популистов и так далее. Ну, а с таким, собственно, политикумом сохранить страну будет очень тяжело, если не невозможно. А значит, ну, в этой ситуации, если речь идет о том, что сохранить государство, перезагрузить его, ну, какой-то период, скажем, и тем более это мировой тренд, когда разочаровываются в классической демократии. Это, кстати, и по румынским выборам очень хорошо видно. Вот. Поэтому, судя по всему, нам придется, как говорится, боюсь, что на смену зеленым придут черные. Лина Востроилова, вопрос. Украина не смогла увернуться или сознательно согласилась быть форпостом западных спецслужб у границ России? Ну, я думаю, что вполне сознательно согласилась, но у украинцев об этом никто не спрашивает. У граждан Украины. Э, Значит, Просто я дополню, потому что Владимир Александрович пришел к власти под совершенно другими лозунгами. Делает он, ну, начал несколько иное. То есть взял на вооружение ту же армию мову верующих в более хардкорном варианте, нежели она была у Петра Порошенко. Но где здесь украинцы? Кто их спрашивал? Ну, киданули, как это часто бывает. значит, приходят свежие новости. Мы в прямом эфире, сейчас 19:48, друзья, о том, что, в общем, в Теткино, да, Генштаб Мгм. сообщил, что поражен был центр, ам, в общем, управления
пункт управления российскими подразделениями беспилотников. И, мол, нанесен был удар вчера, да, а сегодня вот эта вся история с наступлением на Теткино. Ну, ну, это реалии нынешней войны. Россияне бьют по нашим пунктам. Это такая, это жирная цель. Учитывая то, что Так, а что он 90%... делал, а что он делал в Теткино? Теткино это же самая граница с Украиной. Нет, беспилотники FPV, проводные оптово на волокне, это те, кто находится вблизи нуля. То есть, чем ближе к нулю, тем дальше. Ну вот в Славянске сегодня 25 километров от фронта у СТЭЛ российский FPV-дрон зажег машину. Ну, продвигаются технологии, к сожалению, технологии уничтожения людей. И 90% сегодня поражений живой силы и техники это FPV, дроны, беспилотники. Поэтому это всегда жирная цель. И наши охотятся за российскими, и российские за нашими. Да, значит, понимаю, что вопрос наивный, но что же делать? Вера пишет, как сбросить Украине этот морок? Ой, знаете, готовых рецептов нет, и боюсь, ну, я пока не вижу такого лесника, который выгонит партизан и немцев из... Те, кто, я же говорю, скорее всего, следуя вот этому тренду, на смену зеленым придут персонажи не лучше, увы. Пока вот запрос и в обществе есть, но в очередной раз обманут. Опять ну, в первый топ там посадят персонажей в пикселе, волонтеров. Ну, вот Стерненко, это ну, классический образец. Даю, ну, если не 100%, но 90% гарантии, что он будет в следующей Верховной Раде. Да как и вы А видите, тем да. как он издевается над этими людьми, понимаете? Ну, Ну, могу сказать, пропагандист он талантливый. Вот нет, там повал, так это да, издевательство. да. Подождите, давайте Конечно, да. Жизнь плохая, жизнь плоха. на русарис. Давайте, собираем на Да, помсту, собираем еще на что-то. Все там должны задонатить. Целую да, моду они ввели, что ой, проснулся, выпил чашечку кофе, отправь донат. да, 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 да. А потом мы Но смотрим, а ему говорят, а чё ж ты с охраной, а что ты за этот самый на Range Rover за 200 тысяч забронированный? Он говорит, ну так ну, надо, видите, покушение на меня. Охрана, спасибо Малюку. Правда, тоже охрана какая-то, вообще все выглядело странно, Андрей Владимирович. То есть ну, впереди идущий телохранитель, вместо того, чтобы спасать Стерненко, драпанул первый к машине, прятаться, когда услышал эту ПМ для убийства, это как-то тоже как-то ну, мало это да, серьезно. из него там с 5 метров не всегда попадешь. И тем более, ну, женщина, знаете, такой ближе к бальзаковскому возрасту, ну, это не отнюдь не идеальный исполнитель. Все это напоминает провокацию. Азефовщина. Помните, был такой персонаж. Вот. Ну, а тем, кто с историей ну, царской России хуже знаком, ну, посмотрите, вот этот статский советник. То есть там тоже вот такого же рода. Там, очень часто провокации такого рода, это дело рук спецслужб. Только боюсь, здесь скорее может быть внутривидовая борьба, поскольку засветили то, что, скажем, образ жизни нетипичный, ну, разрывающий шаблон о волонтерах. Явно ну, ездить на Range Rover и с охраной люди, ну, бедные люди себе не могут позволить, тем более, что... И злые языки заговорили о том, что там нахлобучили легковерных так хорошо за 30 миллионов баксов. Вот. Ну, засветить то, что он агент СБУ, в том, что он как бы купается в роскоши, но это, скажем так, это очень серьезная минусовка. Но реализовать такую провокацию, завербовать женщину, это мог только профессионал. Вопрос только какого ведомства. Ну, я же не думаю, что у нас взаимоотношения СБУ, допустим, и ГУР дошли до такого рода акций. Но
Стреляла действительно реально, пусть там, как говорится, филейную часть этого с волонтера прилетела, но тем не менее, знаете, учитывая точность ПМ, могло прилететь и в затылок. Поэтому я думаю, это какой-то элемент внутривидовой борьбы. Это подстава. Это очень серьезная минусовка Стерненко. Но учитывая то, что у электората память как у рыбки Гуппи, я думаю, что это не помешает ему, забудут, ну, если серьезно, масштабно не напомнят о размерах, там, куда пошли донаты, могут, в принципе, информационно притопить. Если не раскрутят тему там, предыдущих похождений и подвигов, сотрудничества с конторой, будет Верховный Ради. Так, Ну, он вопрос. будет востребован как пропагандист, в Согласны принципе. ли вы, что конец Зеленского будет не из-за войны, а из-за окончания поддержки глобалистских западных СМИ? Не критики, а просто уменьшение его публичности. Отчасти да. Отчасти да, поскольку в украинском политикуме, во-первых, информационное поле зачищено. Оппозиция загнана за плинтус или в эмиграцию. Ну, уже, как говорится, добрались и до блогеров, и ютуберов. И это будет продолжаться. Там злые языки говорят, что еще, как говорится, готовится второй акт марлезонского балета с санкциями. Ну, 8,5 тысяч подсанкционных мало, давайте до 10 и так далее. Поэтому возможности того, что изменится что-то, как говорится, внутри страны, мало. А вот как раз внешний фактор, да, демистификация, десакрализация Зеленского, и откровенная минусовка способны, да. И А, самое главное, лишение финансовой поддержки. Былой финансовой поддержки. Потому что в ситуации 22-24 года, когда в страну заходили десятки миллиардов долларов, ну, этого уже не будет. Кредоид, вопрос. Как далеко распространяется сейчас самоцензура? И ваша, в частности, родные, Да. друзья, соседи, знакомые, коллеги. Ну, я не советую, знаете, откровенничать. То есть сейчас стучат очень, да, причем персонажи, которых было трудно заподозрить. Я знаю несколько фамилий, несколько, да, которых обоснованно подозреваю в том, что они так стучат системно. Но жанр доносов, как в 1937 году, ведь кто-то написал несколько миллионов доносов на свой, и точно так же пишут и сейчас. Поэтому, ну, я вынужден включать самоцензуру, поскольку нахожусь в Украине, и мне не нужно, как говорится, неприятности на старую голову. И в беседах даже со знакомыми людьми лучше не откровенничать. Не говорите о политике. Поскольку перехода на политические темы в 9 из 10 случаев, вот да, в компаниях, когда собираются вроде бы не чужие люди, очень быстро перерастает в банальный срач. А вот в котором ну, может найтись тот, кто остался, скажем так, неудовлетворен и требует, как говорится, наказания там, недостаточно патриотического настроенного элемента, который он заподозрил там, в ватничестве и так далее. Вопрос от Сергея Хромова. Согласен ли Золотарев с тем, что Зеленский работает на интересы Британии и Франции, будучи уверенным, что это совпадает с интересами Украины? Ой. Ну, насчет Франции я не уверен. Вот обоснованные подозрения относительно Британии, тем более, что мы еще не видели и не скоро увидим секретные приложения к столетнему договору с Британией. То есть, если вот что там относительно Франции, ну, Франция уже так, сбоку припеку. А вот Соединенные Штаты, да, они вклиниваются. Мне будет интересно посмотреть разборки между Ротшильдами и Рокфеллерами в этой ситуации. Поскольку может оказаться так, что то, что, на что положили глаз американцы, оно уже обещано британцам. Ну, вот, будут ехать на стрелку разбираться, как в 90-е годы. Там тоже возникали такие ситуации, что когда один там вкусный объект, там, ну,
оказывался, как говорится, попадал под, как говорится, становился предметом разбора двух бригад, конкурирующих бригад. Иногда доходило до выяснения отношений с помощью калькулятора марки Калашников. Алексей Кочетков. В Словакии хотят в ближайшее время провести референдум по отмене антироссийских санкций. Последствия от этого, сами понимаете, какие. Ну, судя Какие? по всему, не знаю, мне кажется, что для себя Трамп по Крыму уже все решил. И, похоже, решил и по санкциям. Это вопрос времени, когда вот санкционные конструкции начнут потихонечку демонтироваться. Ну, а Фица, ну, как, опытный политик, он, я думаю, э, хочет, как говорится, и показать, состыковаться с вот этим трендом, который он видит в действиях Трампа, ну и не побить горшки с показателем же демократии. Тем более, судя по всему, Брюссель с демонтажом санкций торопиться не будет. Это он оказывается. А в таком случае, ну, оптимальный, вот, политтехнологически, надо обратиться к народу. Народ так хочет. Да, друзья, спасибо вам большое за то, что побывали на этом эфире. Спасибо, вот человек пишет, и высшие силы пользуются. Спасибо за программу. И вам тоже большое спасибо за то, что присоединяетесь. Еще раз всех призываю ставить лайки и напишите пару слов в комментариях. Так смешно там пишут люди. Там Северодонецк, Полтава, Уганда, да, там, ну кто откуда. Это всегда важно понимать, чтобы чувствовать, так как говорится, пульс географический наших с вами общений. Андрей Владимирович, я очень благодарен вам за время и за мысли. Взаимно. Всего доброго. Друзья, берегите себя, всем добра и света. Увидимся.